Итак, на календаре 26 января, а это значит, что с Нового года прошел уже целый месяц, и следующая таковая сводка будет аж в феврале. С вами Руслан Левиев. Давайте изучим, что там такого самого важного произошло на войне за эту неделю. По Великой Новоселке информация сейчас противоречивая. То ли она полностью захвачена, то ли вот-вот будет захвачена. Но как минимум вся она уже в серой зоне. А южная часть поселка под контролем российских сил. Был то, что называется флаговтык российских военных. Но по-прежнему встречаются видео с боями в жилой черте поселка. Уходить из него нужно уже давно, поскольку ситуация там безнадежная. Ситуация в остатках Кураховского кармана в начале недели ознаменовалась, как я посчитал, арьергардными боями. В частности, украинские подразделения смогли отбить часть позиций и отбросить российские войска в районе поселка Шевченко, к северу от Дачного, и в районе поселка Зеленовка, до линии реки Сухие Елы. Как видите, эти поселки находятся на гранях флангов Кураховского кармана. Поэтому я и посчитал, что это проявление арьергардных боев. То есть, такого рода маневров, при которых отдельные украинские подразделения специально связывают российских военных боями на флангах, не давая им возможность сомкнуть карман. Тем временем основной контингент украинских сил должен оперативно выйти из района поселка Дачное и отойти на заранее укрепленные позиции. После чего карман бы схлопнулся, но с минимальными потерями среди украинских военных. Все это звучит логично, но к нынешнему дню у меня уже начинают закрадываться сомнения. Точно ли это арьергардные бои? Ведь в таком случае вся ситуация должна была завершиться в считанные дни. И к моменту записи этой сводки мы бы уже видели схлопнувшийся карман. Точно ли это не приказ удерживать позиции в этом районе и дальше, несмотря на все риски? Теперь уже у меня начинают закрадываться сомнения. На западном фланге Покровского направления российские войска продолжают понемногу продвигаться. Но я считаю более важным то, что произошло на восточном фланге, в районе Воздвиженки. Еще где-то неделю-полторы назад мы видели видео, как российская техника в районе Воздвиженки выехала на автомобильную развязку на трассе Покровск-Константиновка. Теперь же появилось видео, на котором мы видим обрушившуюся эстакаду на этой развязке. Причем видно, что она обрушена вся целиком, а не отдельными прилетами и не отдельными кусками. И вот это явно намекает на контролируемый подрыв эстакады. Если бы ее уничтожали авиаударами или выстрелами артиллерии, то она обрушалась бы отдельными кусками. А контролируемый подрыв говорит о том, что эстакада уничтожена силами украинских военных, которые, судя по всему, отступают с своих позиций в этом районе. Таким образом, теперь трасса Покровск-Константиновка физически перерезана. И два соседних участка фронта, Покровский и Константиновский, теперь выглядят более обособленно. К слову, на этом самом Константиновском направлении российские военные расширили свою зону контроля в городе Торецк. Битва за город может закончиться в ближайшее время его полным захватом. Исследователь, действующий в Титре под никнеймом Intel Шизо, изучил радиолокационные спутниковые снимки Донецкой области за период с мая 24 по январь 25 года. Он установил, что после захвата Авдеевки и Очеретина российские силы смогли наладить железнодорожную логистику в этом районе, доставляя поездами теперь снабжение со стороны Авдеевки до самого Очеретина. Между Константиновским и Купинским направлением есть одно, которое я почти никогда не упоминаю. Это Лиманское направление. Боевые действия все это время там шли и идут, но темп продвижения минимальный. В основном бои проходят в районе поселка Терны, на берегу реки Жеребец. Сейчас я решил вспомнить про него в сводке, потому что именно на этом направлении начали сообщать о применении северокорейских самоходных артиллерийских установок «Коксан». Я рассказал вам о них в конце прошлого года, когда они впервые засветились на железнодорожных эшелонах сначала в Красноярске, а потом под Тюменью. Я тогда говорил, что, скорее всего, мы увидим их не в Курской области, потому что они слишком дальнобойные для задач Курского направления. Как видите, так оно и оказалось. Они сейчас на Лиманском направлении. В Харьковской области, на Купинском направлении, российские военные расширили свой плацдарм на правом, то есть западном берегу реки Оскол, продвинувшись в районе поселка Двуречное и села Западное. Как мне кажется, российская армия будет продвигаться в соответствии с рельефом местности вдоль высот. Соответственно, после Западного они, скорее всего, двинутся в сторону села Моночиновка, а уже оттуда повернут на юг в сторону Купинска, который, в отличие от Западного и Моночиновки, находится в низине. Такая тактика позволит атаковать город с более выгодных позиций.
Наконец, в Курской области, на юго-восточной части украинского плацдарма, в районе села Махновка, украинские силы смогли отбить часть позиций и продвинуться восточнее. Под конец недели снова пошли атаки корейских подразделений на западном фланге плацдарма по направлению на село Свердлигово. Успеха это им не принесло. Более того, на видеозаписях с украинских беспилотников мы опять видим, что корейские подразделения перемещаются большими группами по открытому пространству или лесопосадкам, что является грубой ошибкой в современной войне. Украинские военные опубликовали несколько видеозаписей допросов российских солдат, на которых они рассказывают, что корейские подразделения действуют обособленно, никак не координируются с присутствующими на земле российскими подразделениями. При этом переводчиков нету, поэтому есть сильнейший языковой барьер, и из-за чего даже жестами не особо получается изъясняться. И, вероятно, это одна из причин, почему уже были случаи стрельбы корейских солдат по позициям российских военных, о чем говорят пленные российские солдаты. Бронетехники у корейских солдат нету, только легковой транспорт для эвакуации и снабжения. Из огневой поддержки только отдельные группы корейских солдат с минометами. Насчет российской огневой поддержки пока что непонятно. Но из всех изученных нами видеозаписей боев с корейскими солдатами складывается впечатление, что армия России не помогает им ни артиллерией, ни авиацией. Кстати, на этой неделе было много новостей с фронта, связанных с костылями. Во-первых, было видео с украинских беспилотников, где на передней линии фронта идут по грунтовой дороге двое российских солдат на костылях. И это явно не процесс эвакуации был. Затем были видеозаписи из ближних тылов, где мы видим отправляющихся на передовую группы российских солдат. И среди них, опять-таки, есть солдаты на костылях. Мы еще где-то с весны 2024 года видим, как раненых и недолеченных солдат отправляют из пунктов постоянной дислокации на фронт. Но тогда их, судя по всему, в основном именно в боевых действиях не применяли. Видимо, какие-то тыловые функции им доверяли. Однако с течением времени мы все чаще видим их уже непосредственно на передовой. В том числе, как видите, солдат на костылях. Мы это связываем именно с нехваткой личного состава, в первую очередь штурмовой пехоты. Может быть, конечно, кого-то таким образом и наказывают, но их слишком много тогда получается, этих наказываемых. Кроме того, до этого популярными наказаниями были посадки в ямы, просто избиение и приковывание наручниками на ночь к деревьям. Поэтому то, что теперь раненых, не являющихся особенно ценными боевыми единицами в таком состоянии, отправляют на штурм, свидетельствует именно о нехватке личного состава. Я пока не знаю, как именно их применяют на передовой. Возможно, просто садят на огневые точки с оружием в руках, заставляя поддерживать огнем атаку пехоты. Как мне кажется, опосредованно о дефиците личного состава говорит и обострившаяся гонка регионов России по выплатам за подписание контракта с Минобороны России. Поскольку мы детально отслеживаем эту ситуацию, то я вижу, что с начала января пошел просто вал сообщений из всех регионов. Везде повышают выплаты, стремясь быстрее выполнить план на этот год. Ситуация дошла до того, что сейчас обещание выплаты 2 миллионов рублей за подписание контракта уже не выглядит чем-то таким особо впечатляющим. Полно регионов, предлагающих и большие суммы. Русская служба BBC совместно с Медиазоной и командой волонтеров опубликовали новый подсчет погибших на войне российских военных, установленных поименно по некрологам. На данный момент у них цифра перевалила уже за 90 тысяч человек. Отталкиваясь от их подсчета, наша команда предполагает, что реальная цифра потерь вместе с мобилизованными из самопровозглашенных республик уже перевалила за 210 тысяч человек. И это только убитыми. Учитывая темп прироста, я думаю, именно по некрологам цифра перевалит за 100 тысяч к концу лета, или к началу осени. В последнее время, и на этой неделе особенно, участились атаки украинскими беспилотниками по разным российским объектам. Как правило, это различные нефтебазы, предприятия химической отрасли, военные аэродромы и заводы микроэлектроники. Как мне кажется, украинское руководство пытается с начала этого года улучшить свои потенциальные переговорные позиции. В начале января мы увидели очередное украинское наступление в Курской области. Теперь вот воздушная кампания с десятками, а порой и более чем сотней беспилотников в день. Оперативно оценивать, насколько тот или иной удар влияет на российскую армию, сложно. Каждый раз нам приходится ждать, когда появятся свежие спутниковые снимки места удара, по которым можно будет оценить размер урона. А это, как правило, несколько дней. Плюс часто мешает облачность. Я тут отдельно отмечу интересную тактику российского завода микроэлектроники «Кремний-Л», располагающегося под Брянском. Они производят компоненты,
которые потом используются в российских комплексах противовоздушной обороны «Панцирь», а также ракетных комплексах «Искандер». В октябре прошлого года по ним уже били украинские беспилотники. Чуть ли не в день атаки тогда завод опубликовал заявление, что в результате удара были повреждены линии энергоснабжения и цеха, а поэтому завод временно останавливает свою работу. Когда же появились не только фотографии последствий снятых с Земли, но и качественные спутниковые снимки, украинский исследовательский проект «Киберборошно» пришли к выводу, что завод специально солгал в своей публикации. Из всех фотографий было явно видно, что в результате авианалета было несущественно повреждено только административное здание, а цеха и линии электропередачи никак не пострадали. Не так давно завод опубликовал новость, что они закончили ремонт здания, пострадавшего в результате атаки, и теперь здание выглядит как новое. Причем в новости они говорят именно про ремонт фасада, и ни слова про восстановление линий электроснабжения или ремонт в цеху, что тем самым подтверждает догадки Киберборошно. И вот в конце этой недели беспилотники снова атаковали этот завод. И что мы теперь видим на сайте завода? Практически идентично Октябрьскому заявление, что повреждены цеха, линии энергоснабжения, а потому он останавливает свою работу. Такая тактика рассчитана на то, что, увидев новостные заголовки про остановку завода, украинские силы не ударят в ближайшее время по заводу повторно. Вот такая военная хитрость. Теперь это утверждено. Новым министром обороны США стал Пит Хексет. Впервые в истории этой должности претендент получил настолько плохой расклад финального голосования. Голоса сенаторов разделились поровну. 50 за, 50 против. И нет, это было не деление строго по партии. Среди проголосовавших против Пита было 3 сенаторов-республиканцев. При таких результатах голосования решение остается за вице-президентом США, а он выбрал Пита. И только поэтому последний прошел утверждение. Если бы еще один сенатор-республиканец проголосовал бы против кандидатуры Хексета, то никакой вице-президент уже не помог бы ему. Теперь я ожидаю, что в Пентагоне также начнутся чистки генералитета от нелояльных людей. Скорее всего, в качестве способа устранения таких противников выберут новое расследование по выводу американских войск из Афганистана. Из-за хаотичного вывода тогда в Афганистане было оставлено большое количество военной техники, которая досталась Талибану. Плюс ситуацией хаоса воспользовалась террористическая группировка ИГИЛ, устроив теракт в аэропорту Кабула, в результате чего погибли 13 американских военных. По идее, те, кто при нынешней администрации Трампа будет расследовать события по выводу американских войск из Афганистана, должны выйти на самих себя. Ведь именно при первом сроке Трампа произошли переговоры между США и представителями Талибана. В ходе этих переговоров договорились о совершенно нереалистичных сроках вывода войск. Плюс именно чиновники первой администрации Трампа неверно оценили способность афганской армии контролировать ситуацию. Они не предположили, что афганская армия может так быстро сложиться, как карточный домик. Когда же в должность вступил Байден, ему это все досталось по наследству. И как хочешь, так и исполняй. Тем не менее, я думаю, это все не помешает обвинить во всем действующих генералов и снять их с важных должностей. Для нас, как не американцев, это важно тем, что пока что Пентагон представляет из себя такую систему сдержек и противовесов. Условно. В ситуации штурма Капитолия 6 января 2021 года Трамп мог дать совершенно необдуманные, явно противоречащие закону и здравому смыслу приказы армии, которым могли противостоять такие нелояльные генералы. И вот это защищает от совсем печальных последствий. Если же военное ведомство превратить в структуру, во главе которой будут стоять болванчики, угадывающие направление ветра и соглашающиеся со всем, то это навредит всем. Военные должны давать наверх адекватные отчеты, советы по развитию ситуации, в том числе по предоставлению оружия Украине, участию в условных миротворческих силах, по оценке военных возможностей российской стороны, а не угадывать линию партии. Кто-то должен противостоять решениям высшего руководства страны, которые могут привести к трагическим последствиям. И сюда стоит добавить и пост директора национальной разведки, который по должности курирует информацию, поступающую на стол президенту со стороны различных разведывательных служб. 30 января в Конгрессе будет рассматривать кандидатуру Талси Габбард на этот пост. И она известна тем, что негласно встречалась с Башаром Асадом в прошлые времена, после чего говорила, что не такой уж он и плохой, а слова по применению химического оружия – это все вбросы. Она же в 2022 году разгоняла фейки по поводу американских биолабораторий в Украине. Говорила про то, что уровень свободы журналистов в России примерно такой же, как в Америке.
Видимо, поэтому я записываю сейчас это видео не в офисе CIT в Москве на Белорусской, как когда-то в былые времена. Короче, несмотря на то, что, казалось бы, это внутренние дела США, пускай американцы сами разбираются, на самом деле на нас с вами это тоже очень сильно влияет, в том числе в контексте российско-украинской войны. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами в феврале. Увидимся и пока.